Что если я скажу вам, что самый холодный, самый пустынный континент нашей планеты на самом деле хранит ключ к разгадке величайших тайн человечества? Представьте себе Антарктиду не как бескрайнюю ледяную пустошь, а как саркофаг, скрывающий под своим многомильным ледяным покровом нечто невообразимое. Что если древние легенды об Атлантиде — это не вымысел, а смутное воспоминание о цивилизации, погребенной именно здесь, под вечными льдами? Спутники видят то, что не укладывается в рамки привычной геологии. Гигантские, почти идеальные пирамидальные структуры, пронзающие толщу льда, словно безмолвные стражи забытых эпох. Древние карты, созданные адмиралами Османской империи за века до того, как русские мореплаватели официально нанесли континент на карту мира, показывают эту землю свободной ото льда, с реками, горами, возможно, даже городами. Как такое возможно? Могли ли наши предки обладать знаниями, которые мы считаем утерянными? Или сама Земля претерпела катастрофу, которая в одночасье заморозила целый континент? Задайтесь вопросом, почему именно Антарктида? Почему этот континент, площадью больше Соединенных Штатов и Мексики вместе взятых, остается наименее изученным местом на Земле? Какие силы действовали здесь? Какие секреты лед пытается удержать? Мы говорим о кровавом водопаде, будто сочащемся из раны ледника, о гигантских провалах во льду размером со штат Мэн, о пещерах величиной с городские кварталы, скрытых внутри ледников. Могли ли там существовать не просто микробы, а целые экосистемы, развивавшиеся в полной изоляции миллионы лет? Или, может быть, там скрываются следы тех, кто пришел не с Земли? Эти вопросы будоражат кровь, заставляя сердце биться чаще. Антарктида — это не просто земля льда, это земля загадок, хранилище забытой истории, возможно, даже колыбель или могила целой цивилизации. Готовы ли вы заглянуть под ледяной покров и прикоснуться к тайнам, которые могут изменить все, что мы знаем о себе и нашем мире? Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии в самое сердце ледяной загадки. Существует ли подо льдами Антарктиды легендарная Атлантида? Эта смелая, почти фантастическая гипотеза принадлежит американскому ученому Чарльзу Хепгуду, чьи идеи о резких сдвигах земной коры в прошлом вызвали немало споров в научном мире. Поразительно, но предисловие к одной из его книг написал никто иной, как сам Альберт Эйнштейн, что добавляет веса этим, казалось бы, невероятным предположением. Согласно версии Хепгуда, примерно 12 тысяч лет назад произошел катастрофический сдвиг литосферных плит. В результате этого события континент, который мы сегодня знаем как Антарктиду, сместился на тысячи миль к югу, заняв свое нынешнее положение на полюсе. До этой глобальной пертурбации, утверждает Хепгуд, климат на этом материке был умеренным, возможно, даже теплым, и условия были вполне комфортными для процветания жизни. Именно там, по его мнению, и располагалась высокоразвитая цивилизация, известная нам из легенд как Атлантида. Этот древний мистический город, описанный еще Платоном с его продвинутыми технологиями и культурой, был внезапно погребен под стремительно нарастающими ледниками, вызванными резким похолоданием после смещения континента. Толща льда, достигающая нескольких миль, стала саркофагом для целой цивилизации, сохранив ее тайны до наших дней. Конечно, большинство ученых относятся к этой гипотезе скептически, указывая на отсутствие прямых доказательств. Однако сама идея о том, что под антарктическими льдами может скрываться нечто большее, чем просто скалы и замерзшая вода, продолжает волновать умы. Ведь Антарктида остается наименее изученным континентом, и кто знает, какие открытия ждут нас в будущем, когда технологии позволят заглянуть глубже под ледяной покров. Возможно, однажды мы действительно обнаружим там руины древнего города, подтвердив тем самым смелую теорию Хепгуда и перевернув наши представления о древней истории человечества. Эта мысль захватывает дух и заставляет с еще большим интересом следить за исследованиями ледяного континента. Существует карта, способная пошатнуть основы нашего понимания прошлого. В 1513-м турецкий адмирал Пири Рейс создал поразительный документ, часть мировой карты, которая и по сей день вызывает жаркие споры и удивление. На этом фрагменте, выполненном на коже газели, с невероятной для того времени точностью изображены побережья Африки и Южной Америки. Но самое интригующее находится в южной части карты. Там, где по нашим представлениям должен простираться ледяной континент Антарктида, Пири Рейс изобразил береговую линию суши, свободной ото льда, с горами и реками. Как такое возможно? Ведь официально Антарктиду открыли лишь спустя 3 столетия, в 1820-м, и она предстала перед мореплавателями именно как ледяная пустыня. Сторонники альтернативной истории видят в этом неопровержимое доказательство. Либо древние цивилизации обладали знаниями и технологиями, позволявшими картографировать мир задолго до великих географических открытий, либо Антарктида была свободна ото льда всего несколько столетий назад. Они указывают, что очертания Земли на карте
карте Пири Рейса удивительно совпадают с контурами подледного рельефа Антарктиды, полученными современными сейсмическими методами. Более того, карта Пири Рейса не одинока. Существует и карта Орантеуса Финиуса, датированная 1531, где также изображен южный континент без ледяного покрова с реками и горными хребтами. Причем его общие пропорции весьма точны. Конечно, большинство ученых относятся к таким интерпретациям скептически. Они предполагают, что Пири Рейс мог использовать более ранние источники, возможно, даже времен античности, или что изображенная Земля — это лишь искаженное представление южной оконечности Южной Америки, растянутое воображением картографа. Они подчеркивают неточности в других частях карты и отсутствие прямых свидетельств о столь недавнем отсутствии льда в Антарктиде. Но вопросы остаются. Откуда такая детализация береговой линии, скрытой сегодня под милями льда? Как объяснить совпадение с подледным рельефом? Эти старинные карты словно дразнят нас, намекая на совершенно иную историю нашей планеты, на знания, которые были утеряны, и на мир, который мог выглядеть совсем не так, как мы привыкли думать. Они остаются молчаливыми свидетелями тайны, ключ к которой, возможно, все еще погребен под антарктическими льдами. Представьте себе ледяную пустыню Антарктиды, бескрайнее белое пространство, скованное морозом. А теперь вообразите, что посреди этой ледяной шапки внезапно обнаруживается гигантская дыра, область открытой воды размером со штат Мэн. Именно такое шокирующее открытие сделали исследователи в 2017-м, анализируя спутниковые снимки моря Уэдделла. Это явление, известное как полынья, само по себе не новость для ученых. Это участки незамерзающей воды, окруженные морским льдом. Однако размеры этой конкретной полыни поразили всех. Ее площадь составляла около 30 тысяч квадратных миль. Это почти как 50 тысяч футбольных полей чистой темной воды посреди ледяного царства. Что же вызывает образование таких гигантских проталин в самом холодном месте на Земле? Ученые объясняют это сложным взаимодействием океанических и атмосферных процессов. Считается, что мощные подводные течения выносят к поверхности более теплую и соленую воду из глубин океана. Эта вода препятствует образованию льда на поверхности или растапливает уже существующий лед. Атмосферные условия, такие как сильные ветры, также играют свою роль, разгоняя лед и поддерживая область открытой воды. Что особенно интригует, так это то, что появление этой гигантской полыньи, похоже, не связано напрямую с глобальным потеплением. По крайней мере, не так очевидно, как таяние ледников в других регионах. Подобные крупные полыньи наблюдались в море Уэдделла и раньше, например, в 70-х годах 20 века, а затем исчезали на десятилетия. Это говорит о цикличности процесса, механизмы которого до конца не изучены. Суровые погодные условия Антарктиды, штормовые ветры и экстремальный холод делают прямое исследование таких явлений невероятно сложной задачей. Ученые вынуждены полагаться в основном на спутниковые данные и компьютерное моделирование. Эта гигантская дыра во льдах Антарктиды служит ярким напоминанием о том, как мало мы все еще знаем об этом загадочном континенте и о мощных природных силах, которые там действуют, скрытые от наших глаз под покровом льда и тумана. Огненное дыхание посреди вечной мерзлоты кажется невероятным, но даже в царстве льда и холода, каким представляется нам Антарктида, есть место бурлящему жару земных недр. На острове Росса, словно страж на пути к Южному полюсу, возвышается вулкан Эребус. Это не просто гора, это самый южный действующий вулкан на нашей планете. Живое и грозное напоминание о неукротимой силе, скрытой глубоко под ледяным панцирем. Его открытие в 1841 экспедиции Джеймса Кларка Росса стало настоящей сенсацией. Представьте себе эту картину. Среди бескрайних снегов и гигантских ледников вдруг появляется конус вулкана, из кратера которого поднимается пар, а иногда и вырываются языки пламени. Эребус уникален не только своим расположением. В его кратере постоянно плещется настоящее лавовое озеро, одно из немногих постоянно существующих на Земле. Зрелище завораживающее и пугающее одновременно. Жидкий огонь, окруженный вековыми льдами. Вулкан находится на пересечении глубинных разломов земной коры, что объясняет его высокую активность. За последние 2 столетия он извергался сотни раз, и ученые постоянно наблюдают за его поведением, хотя суровые условия Антарктиды делают исследования чрезвычайно сложными. Редкие экспедиции к его вершине требуют невероятной подготовки и мужества. Но самое поразительное даже не само существование вулкана в таком месте, а то, что исследователям удалось обнаружить прямо внутри него, вблизи фумарол и теплых участков, простейшие живые организмы. Микробы, сумевшие приспособиться к этим экстремальным условиям, к соседству льда и пламени, к атмосфере, насыщенной вулканическими газами. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на пределы выживаемости жизни и дает пищу для размышления о том, какие еще сюрпризы могут таиться в самых негостеприимных уголках нашей планеты, включая, возможно, и другие миры. Эребус — это символ Антарктиды, континента контрастов, где лед и пламя сходятся в вечном противоборстве.
Мир, запечатанный под милями льда на миллионы лет. В самом сердце Антарктиды, глубоко под ледяным щитом толщиной почти 2,5 мили, скрывается одно из величайших географических открытий 20 века — озеро Восток. Этот гигантский пресноводный водоем, сравнимый по площади с озером Онтарио, был теоретически предсказан и затем обнаружен благодаря титаническим усилиям советских и российских ученых. Его существование подтвердил географ Андрей Капица еще в середине прошлого века, анализируя сейсмические данные, собранные во время антарктических экспедиций, но окончательно его контуры были очерчены и само озеро обнаружено лишь в 1996. Что делает Восток таким уникальным? Прежде всего, его невероятная изоляция. Миллионы лет оно было отрезано от внешнего мира толщей льда, которая служила не только преградой, но и своеобразным термосом. Благодаря геотермальным источникам на дне вода в озере не замерзает, ее температура в глубине держится на уровне около 50 градусов по Фаренгейту. Эта изоляция породила захватывающую гипотезу. В озере Восток могла сохраниться и развиваться уникальная экосистема, не похожая ни на что, известное на поверхности Земли. Условия там экстремальные: колоссальное давление, полная темнота и, как предполагается, высокая концентрация кислорода в воде. Бурение скважины к озеру стало одним из самых амбициозных и сложных научных проектов. Российские полярники, преодолевая невероятные трудности, достигли поверхности озера в 2012-м. Анализ образцов льда, намерзшего из озерной воды, и самой воды привел к противоречивым результатам. Американские исследователи, анализируя образцы льда, заявили об обнаружении следов ДНК множества организмов, включая бактерий, архей и даже эукариот, существ со сложным клеточным строением, вплоть до намеков на присутствие многоклеточных, вроде ракообразных или даже рыб. Однако российские ученые отнеслись к этим выводам с большой осторожностью, указывая на возможное загрязнение образцов при бурении. Их собственные исследования выявили ДНК бактерий, настолько не похожей на все известные виды, что ее не удалось отнести ни к одной существующей группе. 14% ее генов не имеют аналогов среди известных науке организмов. Озеро Восток — это настоящая капсула времени, природная лаборатория, хранящая секреты эволюции и пределов жизни. Дальнейшее его изучение обещает стать одним из самых захватывающих научных приключений нашего времени. Подледные лабиринты Антарктиды, скрытые от глаз. Мы привыкли думать о ледниках как о монолитных, твердых массах льда. Но представьте себе огромные пустоты, целые пещерные системы, скрывающиеся внутри этих ледяных гигантов. Несколько лет назад специалисты из НАСА, используя радары для изучения ледяного покрова, сделали поразительное открытие. Они обнаружили гигантскую пещеру внутри одного из антарктических ледников. Ее размеры просто ошеломляют. По оценкам ученых, эта полость сопоставима по площади с большим островом, скажем, размером примерно с 2/3 Манхэттена. Пространство настолько велико, что внутри могли бы разместиться целые городские кварталы. Как же образуются такие невероятные пустоты? Основная причина, по мнению исследователей, это таяние льда. Вода, образующаяся на поверхности ледника или проникающая сквозь трещины, может скапливаться внутри, постепенно размывая и растапливая лед, создавая внутренние озера и каналы, которые со временем превращаются в огромные пещеры. Этот процесс, вероятно, ускорился в последние десятилетия из-за изменений климата. Пока что эти подледные миры исследованы лишь дистанционно, с помощью радарных систем, которые позволяют заглянуть сквозь толщу льда и составить карту этих скрытых пространств. Прямое проникновение в такие пещеры представляет собой чрезвычайно сложную и опасную задачу. Однако сама возможность существования таких гигантских полостей будоражит воображение. Какие тайны они могут хранить? Могут ли там существовать уникальные формы жизни, адаптировавшиеся к вечной темноте, холоду и давлению? Возможно, эти пещеры являются оазисами, где геотермальное тепло или химические реакции создают условия, пригодные для микроорганизмов, отрезанных от внешнего мира на тысячи или даже миллионы лет. Изучение этих ледяных пещер только начинается, но оно обещает открыть нам совершенно новую, неизведанную сторону Антарктиды, мира скрытых лабиринтов и потенциально новых форм жизни. Небесные посланники, застывшие во льдах. Антарктида — это не только царство льда и холода, но и уникальный природный музей, хранящий осколки космоса. Именно здесь, на бескрайних ледяных просторах, ученые обнаруживают огромное количество метеоритов, этих небесных странников, прилетевших к нам из глубин Солнечной системы. За последние полвека исследователи собрали в Антарктиде более 40 тысяч метеоритов. Это невероятное число, особенно если учесть, что весь континент огромен, а изучена лишь малая его часть. Почему же ледяной континент так богат на
космические находки. Этому есть несколько причин. Во-первых, сухой и холодный климат Антарктиды идеально подходит для сохранения метеоритов. Они могут лежать во льду тысячи и даже миллионы лет, практически не подвергаясь разрушительному воздействию влаги и эрозии, как это происходит в других частях планеты. Лед словно консервирует их, сохраняя в первозданном виде. Во-вторых, обнаружить метеориты в Антарктиде гораздо проще, чем где-либо еще. Темные камни резко контрастируют с белой поверхностью снега и льда, делая их заметными даже с большого расстояния. Движение ледников также способствует концентрации метеоритов в определенных районах, известных как голубые ледяные поля, где старый лед выходит на поверхность, принося с собой и вмерзшие в него космические тела. Первая такая находка, официально зарегистрированная, была сделана еще в 1912-м Фрэнком Бикертоном. Некоторые из найденных метеоритов имеют марсианское или лунное происхождение, другие прилетели из пояса астероидов. Их изучение дает бесценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и даже о возможности существования жизни за пределами Земли. Именно обилие метеоритов и общая таинственность континента питают популярные верования о том, что Антарктида может скрывать следы инопланетных визитов или даже разбившиеся летающие тарелки. Хотя ученые относятся к таким теориям скептически, находки метеоритов сами по себе являются окном в далекое прошлое и бескрайний космос. Ледник, истекающий кровью, и изумрудные айсберги. Антарктида полна визуальных парадоксов, и один из самых поразительных — это так называемый кровавый водопад. Представьте себе белоснежную стену ледника Тейлора, по которой медленно стекает поток жуткого кроваво-красного цвета. Зрелище настолько сюрреалистичное, что кажется декорацией к фильму ужасов. Более 100 лет назад исследователи, впервые увидевшие это явление, были озадачены. Сначала они предположили, что цвет воде придают красные водоросли. Однако истинная причина оказалась куда более удивительной и связана с миром, скрытым глубоко подо льдом. Ученые установили, что источником этой красной воды является подледное озеро, погребенное под толщей льда примерно в четверть мили. Это озеро изолировано от атмосферы уже около 2 миллионов лет. Вода в нем чрезвычайно соленая и, что самое главное, очень богата железом. В озере обитают уникальные микроорганизмы, которые в условиях полного отсутствия кислорода и солнечного света научились получать энергию, восстанавливая ионы железа. Когда эта богатая железом вода находит выход через трещины в леднике и соприкасается с кислородом воздуха, происходит химическая реакция. Железо окисляется, образуя гидроксид железа, придающий воде тот самый ржаво-красный, кровавый оттенок. Кровавый водопад — это не просто природный феномен, это окно в древнюю, скрытую экосистему, свидетельство того, что жизнь может существовать в самых невообразимых условиях. Но красный цвет не единственный сюрприз, который преподносят антарктические льды. Исследователи также обнаруживали айсберги и участки льда ярко-зеленого, изумрудного цвета. Долгое время причина этого явления оставалась загадкой. Но недавние исследования показали, что этот цвет льду придает оксид железа, содержащийся в ледниковой пыли с материка. Эта пыль попадает в океан, и частицы железа включаются в состав морского льда по мере его формирования, окрашивая его в удивительные зеленые тона. Антарктида продолжает удивлять нас своей палитрой, созданной природой в самых экстремальных условиях. Геометрия природы или чья-то шутка? В океанских просторах вокруг Антарктиды дрейфуют ледяные гиганты-айсберги. Обычно их формы причудливы и хаотичны, изъедены ветром и волнами. Но иногда природа создает нечто совершенно неожиданное, бросающее вызов нашим представлениям о естественных формах. Несколько лет назад мир облетели снимки айсберга почти идеальной прямоугольной формы. Его грани были настолько ровными, а углы такими четкими, что казалось, будто его вырезали гигантским лазером. Длина одной из сторон этого ледяного монолита составляла около 1 мили. Зрелище было настолько необычным, что породило множество спекуляций об искусственном происхождении объекта. Однако глициологи, ученые, изучающие ледники, быстро развеяли эти домыслы. Такие идеально ровные айсберги, известные как столообразные или табличатые, являются вполне естественным явлением, хотя и не очень частым. Они образуются, когда кусок откалывается от шельфового ледника, огромного плавучего языка льда, сползающего с континента в океан. Откол происходит по уже существующим в леднике линиям напряжения и трещинам, которые часто бывают прямыми и пересекаются под прямыми углами. Представьте себе огромный торт, от которого отрезали ровный кусок ножом, вот так и откалывается табличатый айсберг. Глициолог Келли Брандт из университета Мэриленда приводит другую аналогию. Ноготь, который рос слишком долго, в конце концов трескается, и линия разлома часто бывает прямой.
Прямоугольный айсберг, запечатленный на знаменитых снимках, просто был очень свежим. Он совсем недавно откололся от шельфового ледника Larsen C. Ветер и волны еще не успели обточить его идеальные грани и углы, придать ему более привычную, округлую форму. Со временем эрозия неизбежно сделает свое дело, и этот геометрический шедевр природы потеряет свою строгую форму. Но само его существование служит напоминанием о грандиозных масштабах и удивительных процессах, происходящих в ледяном мире Антарктиды. Шрам от космической катастрофы, скрытый под вечными льдами. Глубоко под ледяным щитом Восточной Антарктиды в районе Земли Уилкса располагается одна из самых грандиозных и загадочных структур на нашей планете. Речь идет о гипотетическом ударном кратере, настолько огромном, что он может оказаться самым большим из всех известных на Земле. Его предполагаемый диаметр составляет около 300 миль, это больше, чем расстояние от Нью-Йорка до Бостона, или площадь, сопоставимая со штатом Огайо. Открытие этой аномалии стало возможным благодаря данным гравитационного поля Земли, полученным со спутников. Приборы зафиксировали под толщей льда, достигающей местами более 1,5 миль, массивную концентрацию плотной породы, так называемый маскон, характерный для гигантских импактных структур. Ученые предполагают, что этот колоссальный шрам остался от падения на Землю гигантского астероида примерно 250 миллионов лет назад. Размеры этого космического тела оцениваются не менее чем в 30 миль в поперечнике. Это объект размером с небольшой город, врезавшийся в нашу планету с невообразимой силой. Трудно даже представить масштабы катастрофы, которую вызвало это столкновение. Энергия удара была настолько велика, что могла пробить земную кору, вызвав излияние мантийного вещества и спровоцировав распад суперконтинента Гондвана. Пыль и газы, поднятые в атмосферу, могли на столетия изменить климат планеты, вызвав глобальное похолодание. Некоторые исследователи связывают это событие с величайшим массовым вымиранием в истории Земли — пермско-триасовым, когда с лица планеты исчезло до 96% всех морских видов и 70% наземных позвоночных. Конечно, из-за того, что кратер полностью скрыт под антарктическим ледяным щитом, прямое его изучение пока невозможно. Мы можем судить о нем лишь по косвенным данным гравиметрии и сейсмических исследований. Но сама гипотеза о существовании такого гигантского кратера, свидетеля апокалиптического события глубокого прошлого, захватывает дух и добавляет еще одну страницу к тайнам ледяного континента. Последнее убежище Рейха или просто ледяной миф. История Антарктиды полна не только научных открытий, но и невероятных легенд и конспирологических теорий. Одна из самых устойчивых и будоражащих воображения связана с нацистской Германией и предполагаемой секретной базой под кодовым названием База 211 или Новая Швабия. Согласно этой легенде, еще до начала Второй мировой войны, в конце 30-х годов, немецкая экспедиция на корабле «Швабия» достигла берегов Антарктиды и объявила своей территорией часть земли королевы Мод, назвав ее Новой Швабией. Дальше миф разрастается до невероятных масштабов. Утверждается, что нацисты обнаружили подо льдом систему теплых пещер, чуть ли не с субтропическим климатом, создали там огромный подземный город. Перевезли туда секретные технологии, включая летающие тарелки, и даже что именно туда бежал Адольф Гитлер после поражения в войне. Звучит как сценарий фантастического фильма, не правда ли? Действительно, немецкая экспедиция в Антарктиду в 1938-1939 имела место. Она проводила аэрофотосъемку, сбрасывала вымпелы со свастикой, но никаких доказательств строительства секретных баз, обнаружения теплых пещер или присутствия там высшего руководства Рейха после войны не существует. Все эти истории относятся к области мифотворчества и конспирологии, подпитываемой послевоенными страхами и ореолом таинственности вокруг Антарктиды и секретных разработок нацистов. Современные исследования, в том числе проведенные самой Германией, не обнаружили никаких следов мифической базы 211. На территории бывшей Новой Швабии сегодня действует современная германская научно-исследовательская станция Ноймайер-3, открытая в 2009. Ученые занимаются там изучением климата, геофизики и морской биологии, а не поисками подземных городов или летающих тарелок. Легенда о нацистской базе в Антарктиде остается лишь легендой, ярким примером того, как неизвестность и загадочность ледяного континента могут порождать самые невероятные фантазии. Безмолвный континент начинает петь свою ледяную песню. Кажется, что Антарктида — это место абсолютной тишины, нарушаемой лишь воем ветра да криками пингвинов. Но если прислушаться очень внимательно, или вернее использовать специальные приборы, можно услышать нечто невероятное. Сам лед поет.
Это не метафора, а реальное физическое явление. Огромные ледяные шельфы и поля Антарктиды постоянно вибрируют под воздействием различных сил. Изменение температуры, приливы и отливы океана под ними и, конечно же, неустанные катабатические ветры, дующие с континентального плато. Эти вибрации заставляют триллионы крошечных кристаллов льда, плотно прижатых друг к другу, резонировать, создавая постоянный, почти монотонный гул. Большая часть этих звуков находится за пределами человеческого слуха на очень низких частотах, но иногда при определенных условиях возникают и более высокие тона, которые можно услышать. Исследователи, которым довелось это слышать, описывают звук как тонкий, непрерывный, похожий на игру флейты или тихий стон, разносящийся на огромные расстояния. Этот звук, поющий лед, был задокументирован по крайней мере с 2010-го, но широкую известность феномен получил совсем недавно. Ученые выяснили, что эти ледяные песни могут быть слышны на расстоянии до почти 2 миль от их источника, а сейсмические датчики улавливают вибрации и на гораздо больших дистанциях. Это не просто любопытный акустический эффект. Изучение этих звуков дает ученым уникальный инструмент для мониторинга состояния ледяного покрова. Анализируя частоту и интенсивность вибраций, можно судить о напряжении во льду, о появлении трещин, о скорости его движения и даже о его внутренней структуре. Это похоже на то, как врач слушает стетоскопом биение сердца пациента. Наблюдая за тем, как меняется песня льда во времени и пространстве, исследователи надеются лучше понять процессы, происходящие в ледниках, и то, как они реагируют на изменения климата. Поющий лед — это голос самой Антарктиды, таинственный и немного жуткий, рассказывающий историю о скрытой жизни и неумолимых силах, формирующих этот ледяной мир. Жизнь, процветающая там, где ее не ждали вовсе. Когда думаешь об Антарктиде, последнее, что приходит на ум, это грибы. Кажется, что в этом ледяном аду, где температуры опускаются до немыслимых отметок, не может существовать ничего, кроме простейших микробов. Однако реальность оказалась гораздо удивительнее. Исследователи обнаружили, что антарктические скалы, почва и даже сам лед являются домом для удивительно разнообразного сообщества грибов. Эти организмы не просто выживают в экстремальных условиях. Они прекрасно к ним приспособлены. Они выработали уникальные механизмы защиты от холода, ультрафиолетового излучения и крайней сухости. Некоторые виды грибов научились синтезировать специальные белки антифризы, которые не дают их клеткам замерзнуть даже при температурах значительно ниже точки замерзания воды, например, ниже минус 26 градусов по Фаренгейту. Другие обладают темными пигментами, которые защищают их от жесткого ультрафиолета и помогают поглощать скудное солнечное тепло. Что поражает еще больше, так это их метаболизм. Антарктические грибы адаптировали свои биохимические процессы так, чтобы эффективно работать при очень низких температурах. Некоторые из них растут даже быстрее в холоде, чем в тепле. Им не требуется много воды, многие виды способны извлекать влагу буквально из воздуха или жить в почти сухой почве. Но самый невероятный пример адаптации был обнаружен вблизи исследовательских станций. Ученые нашли вид грибков, который научился питаться нефтью и топливом, просачивающимися из контейнеров и техники. Эти грибы буквально поедают углеводороды, расщепляя их на более простые вещества. Эта находка открывает фантастические перспективы. Возможно, эти уникальные организмы можно будет использовать для очистки нефтяных разливов не только в Антарктиде, но и в других холодных регионах планеты. Открытие антарктических грибов — это еще одно свидетельство невероятной пластичности жизни, ее способности проникать и осваивать самые, казалось бы, непригодные для существования уголки Земли. И это заставляет нас задуматься о возможности обнаружения жизни в еще более экстремальных условиях, например, на других планетах.